Всем большой-большой привет! Сегодня я решила сплести вот такую еще одну корзиночку. Корзиночка, тарелочка, мисочка, ну можно назвать ее как угодно. Как видите, я вот обнаружила такую вещь, что в них очень хорошо сушить всякие травки. Я вот в частности это сушу бархотки, это будет у меня чай и приправа. И продуваемость очень хорошая у этих корзиночек. Видите, просыпается, как сито можно использовать, опять же. И очень удобно в них перетрясать. Воздух проходит со всех сторон. В общем, мне очень нравится эта идея. И я хочу сплести себе вот такую еще одну корзиночку, ну, другого цвета просто. И заодно решила снять видео, быть может, кому-то оно послужит небольшим мастер-классом, и кто-то сделает такую же корзиночку для себя. Сейчас я пересыплю вот эти травки, чтобы вы посмотрели, как она выглядит внизу. Внизу у меня вот такая вот получается донышко с красивым подъемом бортика. В качестве основы я использовала вот такую вот эту вот зеленую миску. Видите, она такая вот кругленькая, с плавным переходом от дна к стенкам. И хорошо то, что у меня вот эти вот бортиков здесь никаких нет. Обычно на мисках бортики бывают, у меня ничего нет. То есть я прям вот по ней плела. И, собственно говоря, сейчас я буду плести именно по ней. Буду рассказывать все подробно, потому что я привыкла делать мастер-классы для новичков. Ну, вот такая я по натуре. Много всего объясняю, говорю, ну, извините уж за это. Кому не нравится, не смотрите, а кому нравится, быть может, мои советы или какие-то рекомендации вам помогут. Итак, приступаем к работе. Но я буду рассказывать вот именно как у меня получится. Не буду никакие ускорялки делать и так далее. То есть по времени мастер-класс будет большим, сразу предупреждаю. Ну, вы можете прокручивать, естественно, те места, которые вам не интересны, или однотипные места. Это логично. Значит так, я подготовила для плетения такой корзиночки 200 трубочек. Мне должно хватить, потому что на вот эту корзиночку, которую я вам показывала, у меня ушло 180. Надеюсь, 200 нам хватит. Ну, бока могут быть разные, естественно. Какой я взяла цвет, потом вам напишу в комментариях, в описании. Цвет у меня здесь смешанный. Здесь составлено из 3 морилок. Я их подготовила. Они у меня уже пропитаны пропиткой. Как пропитываю я свои трубочки, ссылочка будет наверху. Вот над этим видео можно посмотреть. И внизу в описании я ее также добавлю. То есть посмотрите. Основание я буду делать из 6 трубочек. То есть я вот вытаскиваю 6 трубочек. Пока ничего наращивать я не буду. То есть можно делать двойные сразу, но этого делать не буду. Это по ходу дела я все сделаю. А быть может, нет, мне не хватит этой длины. Буду наращивать уже по ходу. Берем, значит, 3 трубочки. И 3 еще. И сразу я беру еще 2 трубочки, чтобы сейчас их друг на дружку нарастить и ими уже плести. То есть рабочие трубочки. Для работы нужны обыкновенные какие-то ножницы. Ну, вот у меня в качестве вот такой вот. И клей ПВА я использую. Значит, я срезаю вот широкие кончики. Не где заканчиваются у нас вот кручение, а где начинается. Срезаю оба кончика. Я вот привыкла срезать кончики. Некоторые не срезают, но вот мне больше так нравится. У одного конца закладываем складочку вот такую. И сейчас его вклеим вот в этот вот второй конец. Клею капаем немножко. Клей у меня хороший, он такой очень липкий, поэтому мне он очень нравится и устраивает вполне. То есть я полимерный клей, как некоторые вот используют, не использую. Ну, кому что, это уже как бы на любителя. Вот я склеила. И теперь я делаю такой небольшой надлом над вот этой вот склейкой, то есть чуть выше, чтобы шов у нас ушел не в сгиб, а чуть ниже. Вот так. Вот заготовку я сделала. Теперь, значит, беру трубочки. Я их не склеиваю между собой. Я их просто укладываю друг на друга по центру, желательно попасть. Немножечко вот так вот надавить, чтобы они сплющились, потому что они все равно сплющатся. И вот, держа вот так вот, я начинаю закреплять вот эту вот трубочку. Вот так, таким образом. Пока делаю на весу первый слой, первый ряд, потому что так удобнее просто. Теперь та, что снизу, идет наверх. Вот так укладываем. Та, что сверху, идет под низ. Ну, можно немножечко здесь
уложить. Опять же, та, что снизу наверх, та, что сверху вниз. Следующее точно так же. Нижнюю наверх, верхнюю под низ. И вот теперь у нас получился ряд. То есть вот 4 стороны я прошла. Теперь как, ну, по идее должно быть, опять же, верхнюю, точнее нижнюю наверх, эту вниз. Но так как я закрываю ряд, это делается в данном случае, в данном ряду наоборот. То есть сначала я верхнюю вниз, вот так, а вот эту нижнюю наверх. То есть я сделала переход на новый ряд. Далее опять по старому принципу. Нижнюю наверх, верхнюю под низ. Нижнюю наверх, верхнюю под низ. Тут надо все это подтягивать в процессе работы, естественно. И опять же сюда, сюда. И опять закрываю ряд. Закрываю ряд, опять вот наоборот, то есть делаю верхнюю сначала вниз, эту нижнюю вверх. Все, я закрыла ряд, но я дальше не плету. То есть сейчас у меня будет прибавка, ой, точнее не прибавка, а распределение вот этих вот 3 трубочек. Вот, и тут немножечко надо будет уже, ну, делать уже другое. Вот такой получился пока что квадратик. Я его выравниваю, подминаю все. Эта часть у нас будет лицевой стороной, то есть вот этой стороной. То есть вот то, что у нас вот здесь. Не внутри, а вот эта сторона. Теперь буду разводить трубочки. Для удобства я взяла вот толстую спицу. Шилом не очень удобно. Можно шилом, но шило очень тонкое. Плохо получается, я вот пробовала. Пока вот эти 2 трубочки обратно, ну, распущу как бы, нужно раздвинуть максимально вот эти вот трубочки, которые вот здесь у нас стоят. Вот 3 штуки их. Максимально далеко, чтобы у нас получился равный такой промежуток между ними. Ну, как-то вот так, солнышком таким получается. Здесь то же самое. Трубочки сейчас мягкие, они легко гнутся, не ломаются, ничего. Ну, вот как-то так, вот уже. Вот я развела стойки, и теперь я должна, значит, заново закрыть ряд, получается, потому что здесь у нас теперь по одной. То есть какая процедура? Эту я должна первым делом загнать вниз, вот так, под одну, и эту, соответственно, вот сюда. Так, можно эту первую стойку чем-то пометить, чтобы у нас потом она, ну, была видна. Но я вот какую-то вот взяла палочку, сейчас я вот так просто вставлю сюда. Ну, это можно просто подписать чем-то там, вот какую-то штучку вставить, неважно. Так, и теперь далее снова система какая? Опять же, нижняя у нас идет наверх. Вот это вот верхняя идет под низ. Вот здесь сейчас будет, опять же, не очень удобно, потому что, ну, разведение стоек, первый ряд, это очень всегда сложно, поэтому можно на весу делать. Так, нижнюю наверх, эту под низ. Вот я уже 3 закрепила. Можно вот на весу даже рекомендую. Потом просто подправить руками. И потуже надо делать. Нижнюю наверх. Так, здесь вот все-таки неудобно. Но тут надо потерпеть. Это такой ряд. Первый. Он самый первый, самый сложный. И, соответственно, опять же, наверх, вниз. Сейчас вот надо будет трубочки наращивать еще к тому же. Потому что заканчивается. Вот так. Сейчас я дойду вот до этого места и наращу трубочки. Так. Эту вниз, соответственно. То есть получается такая как бы косичка, змейка, как назвать. Вот так. Вот половину я сделала. И сейчас я буду все-таки разводить и наращивать трубочки еще. Разведем спицей пошире. То есть я втыкаю между ними и вот так вот просто их раздвигаю пошире. Это должна идти наверх, мы ее ведем наверх, а это вниз. Вот ее я буду наращивать первую. Я надламливаю ногтем вот посередине вот этого места. Далее беру ну, либо ножницы, либо какую-то... Вот этой штучкой просто очень удобно тоже делать. И теперь я беру 2 трубочки, обрезаю их с конца широкого. Капаю немножко клея.
Вот эту вот штучку, вот этот лепесточек я ногтем посередине продавливаю и складываю. То есть получается вот такая штучка, и она легко вставляется уже вот в эту вот новую трубочку. Наверх это вниз. Вот опять же лучше сделать на весу, потому что иначе сейчас что-нибудь тут развалится у нас. Так, эту. Там может еще склейка сейчас выскочить, потому что только что склеилась. Наверх теперь эта трубочка. Вот она идет у нас под низ, и я теперь наращиваю ее. Точно таким же образом. Срезаем наискосок, ногтем проминаем серединку и надеваем новую трубочку. Все, вот так. И заводим ее вниз, под стойку. Стойки немножко подтягиваем. То есть все должно быть ровненько. Далее. Вот трубочки мне что-то мягковато, честно говоря. Я их немножечко... Ну, надо было еще, чтобы они полежали. Поэтому мнутся, гнутся. Вот, вот так. И последний момент. Вот этот вот остается. Так, разводим стойки. И плетем далее. Сначала наверх. Подтягиваем вот эти вот стойки, потому что они улезают немножечко под вот это вот, под рабочие трубочки. Сейчас все это расправится, будет хорошо все. Этот первый ряд все время такой кривой косой получается, но тем не менее все это можно исправить. Так, вот у нас первое, напоминаю. Вот сейчас мы последний делаем виток. Обводим вот эту последнюю трубочку, выравниваем все, подтягиваем, только старайтесь, конечно, при этом не оторвать ничего, потому что если они влажные, они могут просто оторваться. Ну, всякое бывает. Не очень вот это вот место нравится. Ну, сейчас все это выправится. Вот, и теперь смотрите, я, по идее, должна быть наверх, но это конец ряда, я закрываю ряд. Соответственно, я меняю местами. Эту я гоню вниз сначала, то есть вот сюда. Вот так. А эту наверх. Вот так. Все. Я перешла на новый ряд. Все вот это подровнять, подтянуть, где надо. Вот. И сейчас вторым рядом уже пойдет выпрямление всего вот этого хозяйства. Будет уже все лучше. Соответственно, дальше пошли опять наверх, вниз. Сейчас будет уже проще. И трубочки я, видите, поддергиваю, потому что они сейчас вот именно уложатся как надо. Они мягковатые у меня, как я сказала. И постепенно я опять же это солнышко выпрямляю, чтобы лучики все смотрели, ну, симметрично. Чтобы все было хорошо, вот эти вот стойки сами. Вот так. Вот уже становится такое симпатичное все. И мне очень нравится, кстати, этот цвет. Он получился такой необычный. Это меня просили сплести корзинку для велосипеда. И причем под иву, чтобы цвет был. Я вот очень долго там мудрила с морилками, подбирала. И в итоге вот намесила 3 цвета. Значит, это последнее, это первое. То есть я загоняю как надо под последнюю. И тут сейчас наращивание пойдет еще к тому же. Значит, далее не так, а сначала эту. И я ее сейчас наращу сразу, потому что она у меня уже короткая стала. Наращиваю вот так вот. То, что клей торчит, это все ерунда, это все высохнет. Он прозрачный, его не видно. За это вообще не переживайте. Так, уложила это под низ и эту наверх. То есть это закрытие ряда. Вот так. Вот я закрыла. Трубочка у нас помечена. Далее эту теперь трубочку нарастить. И загоняем ее вниз под плетение. Вот таким образом, это у нас второй ряд пошел, да, после разведения трубочек. Таким образом нужно проплести. Сейчас я посчитаю, сколько там. Раз, два, три, четыре, пять, 6 рядов. Вот сейчас пошел третий. И с каждым рядом будет все красивее и красивее.
То есть вы сами увидите, она такая получается уже ровненькая. Это будет донышко. Круглое донышко для вот этой корзинки, тарелки. То есть, видите, я, получается, каждую трубочку все-таки поддергиваю, чтобы она, ну, ложилась более ровно. Подтягиваю. Идем по кругу. Третий ряд. Вот опять, видите? Она отличается, вот эта палочка, которая последняя. Видите, она прям вот над трубочкой нижней лежит. Ее сразу видно, вот эту вот последнюю трубочку, поэтому тут сориентироваться легко. То есть она последняя, но, тем не менее, на нее накладываем эту под низ. И следующую нужно сделать наоборот, значит. То есть вот запомните этот момент. Видите, последнюю делайте все наоборот с следующей стойкой. Вот так. И вот так. Все, я закрыла ряд и перешла на новый ряд. 3 ряда есть. Следующий ряд 4. Вот они пока мягкие, а когда высохнут трубочки, они будут жесткие и хорошие. То есть тут для плетения как раз удобно, что они мягкие. Ой. Так, нарастить. И сразу я эту вот так вот тоже сейчас заминаю. И так далее. В общем, нужно проплести вот таким образом 6 рядов. Я проплела 6 рядов, закрыла ряд по тому же правилу. И теперь мне нужно будет сейчас добавить стойки между вот этими вот существующими. Я беру трубочки. Ну, считать не буду, по ходу дела наберу. Ой. И вот этими вот концами, где заканчивала, сейчас я их подрежу. И ими буду наращивать вот сюда, собственно. Срезать буду вот там, где вот этот как раз уголочек получился, примерно здесь. То есть, чтобы вот эту всю спираль обрезать. Вот так вот. Что вот эти концы нам не нужны. Ну, пока вот столько хватит, сейчас еще потом отрежу. И вот теперь по одной трубочке буду брать. Сейчас будет очень неудобно плести опять же, просто я работаю на столе, стоя, мне надо будет это солнышко, оно увеличится в размерах, соответственно, будет мешаться. Значит, смотрите, вот у нас опять же 2 трубочки, они вышли. Далее, по идее, сейчас это должна пойти наверх, это вниз. Правильно? Правильно. Вот так. Получается так, да? Так, эту мы теперь оплетаем. Дальше. Эту загоняем. Вот так под нее подставляем. То есть вот эта трубочка сюда идет. Эту под нее. Ой. И она выскакивает. Но вот этот первый ряд, опять же, неудобный. Это как обычно. Когда что-то меняется в работе, очень неудобно. То есть вот 2 я уже вставила. Но они могут у нас вылетать поначалу. Потом все это сейчас зафиксируется следующим рядом. Вот, вот так вот уже. То есть ставим трубочку. Ну, под низ я ее укладываю. На нее накидываю эту нижнюю, получается. И проминая верхнюю, подсовываю под нее. Вот так. И далее вторая, вернее, следующая стойка уже оплетается как надо. Вот сейчас будет наращивание. Наращивание лучше, конечно, сделать на старых стойках, чтобы они у нас держались и вот эти новые не повылетали. Так, сейчас наращивание. Вот лучше я сейчас, наверное, сразу его сделаю вот в этом месте наращивание, чтобы дальше не... Дальше пойдет новая трубочка, она у меня выскочит. То есть наращивание рекомендую делать за старыми стойками. За новыми неудобно.
Так, вот я сделала. Эту теперь надо вот, в принципе, наращивать. Но придется наращивать. А что делать? Сейчас я ее наращу. Она очень коротенькая стала. Так, а куда я бросила трубочку? Вот она. Так. Теперь снова берем новую. Подкладываем вниз. На нее кладем вот эту вот нижнюю. И под нее подсовываем вот эту вот верхнюю. Сейчас я это все положу. И вот так. У меня здесь места мало. Вот уже часть круга сделали. Опять же, ну, можно здесь сразу вот так вот подминать верхнюю. Вот так вот укладывать на нее вот эту вот. И сразу вот туда ее загибать. Вот, то есть сразу как бы такой. То есть смотрите, как удобно. Вот верхняя трубочка, мы ее так вот надламываем. На нее укладываем вот эту вот новую. И вернее, нижний прижимаем и сразу же ее под низ. Раз. То есть такой получается двойной сразу. Вот раз и все. Ну, то, что она выскакивает, это нормально. Можно клей немножко капать, как вот хотите. Угу. И осталось, по-моему, одна, да? Одна трубочка осталась. Вот у нас первая помечена. То есть я добавляю последнюю. Стоп, неправильно. Последнюю надо окрутить по-другому. Так, вот она первая. Первое. Мы должны опять же сделать наоборот. Сначала под нее, вот эту верхнюю под нее, а нижнюю наверх. Вот так. То есть она отличается, эта трубочка, видите, она как выделяется. Но вот это вот правильно, это идет потому, что переход ряда. И как видите, вот эта цепочка, которая внизу, вот она как раз вся ровненькая получится. Она вот здесь состыкована. А эти две трубочки, они ушли на следующий ряд уже. Так, и теперь плетем уже по кругу второй ряд. И плетем следующий ряд по кругу. Выправляя вот эти вот новые стойки на место, выставляя их. Подтягивая, соответственно, все плетение, чтобы ничего никуда не убежало. То есть сейчас этим рядом мы уже фиксируем окончательно все трубочки, которые добавили сейчас. Этот ряд уже плетется легко. Единственное, может мешаться вам вот что вокруг вас. Это надо делать на большом столе, но опять же все равно неудобно. Приходится туда тянуться. В живот упираются вот эти новые палочки, трубочки. В общем, караул какой-то. Все мешается. Не смешаются все, что только можно. Так, сейчас будем двигаться. Вот предпоследняя стойка, видите, она выделяется. То есть я ее помню, я ее прошла. И следующую первую я обкручиваю наоборот. То есть сначала я опускаю вниз верхнюю, загоняю под эту стойку, а эту наверх. То есть наоборот, меняем местами их. И подтягиваем, потому что вот этот вот, виден иногда бывает этот вот кусочек, но вот тут по-другому никак. Ее можно немножечко сейчас стойку. Сейчас я проплету пару рядов. Я немножко ее подтяну вверх, чтобы вот этого палочки не было вообще видно. Ее скроет тогда. Все, вот у меня проплетено 2 ряда. Сейчас я посмотрю, сколько у меня здесь было. Значит, здесь я делала 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов до косички из 3. То есть 2 есть, еще осталось проплести 4 ряда. Показывать не буду, это то же самое все, поэтому пока выключаюсь и проплетаем 4 ряда. Я сплела вот такой круг. Значит, как я говорила, здесь вот новых 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрыла, вернее, ряд, как и говорила ранее. Теперь нужно этот круг примерить к нашей миске. То есть берем миску
ставим ее вот так. Но миска у меня более, видите, круглая такая. Сейчас я немножечко буду это дело и спрямлять как бы. То есть у меня блин такой плоский. И блин у меня, видите, он вылезает за пределы вот этого маленького круга. Ну вот такая миска у меня. Ну будет нормально, будет потом как там. То есть я вот что делаю. Я должна сейчас буду совместить эти вот центры. И вот этот вот кружочек немножечко подмять. Видите, я сейчас подминаю, но когда она вся сплетена будет и будет подсыхать, я ее обратно выпрямлю, то есть чтобы было дно плоское. То есть здесь все будет нормально. Вот сейчас будет еще одна проблема под названием «Куда деть вот эти вот трубочки?», потому что они сейчас будут мешаться и очень сильно мешаться. Ну, будем опять сейчас, опять же, извращаться. Значит, как я фиксирую? Я беру резинки, можно какие-то веревочки. И сейчас вот это все дело нужно привязать к миске так, чтобы плетение не елозило. Сейчас я все это вот переверну, привяжу, и тогда уже будет проще плести, ничего не будет съезжать. Можно малярным скотчем еще делают, но мне не нравится. Я делаю либо резинками, либо той же рафией, которую я бантики вот завязываю, все ей. Тоже очень удобно. Ну, тут главное просто зафиксировать. И делаю я это двумя резинками, чтобы форма легла по всему объему хорошо. Так, и сейчас вот так вот я ее еще прихвачу. То есть я все это показываю очень конкретно, чтобы просто вы вот эти моменты понимали, как сделать. Потому что одно дело сказать, а другое дело показать все-таки. Потому что это вот важные моменты, они помогают в работе. И помогают очень сильно. Даже когда вот на коленке потом я беру это плетение, плету на коленках в основном, потому что удобнее так, чем на столе. Вот эта штука очень здорово все это держит. Вот я зафиксировала. Так, и вот она у меня теперь никуда не крутится, никуда не вертится, все хорошо. Также начальная палочка у меня помечена. Ну что, сейчас опять буду как-нибудь изгаляться и все это плести, потому что очень неудобно из-за того, что вот эти вот трубочки длинные. Значит, смотрите, что у нас здесь есть. У нас 2 трубочки, закончили ряд. Далее я хочу плести веревочку из 3. То есть я должна сейчас добавить буду еще одну трубочку. Вот я ее беру, трубочку новую, 3. Срезала кончик, немножко сплющиваю его, и я его сразу подклеиваю. То есть немножечко вот так намазываем клеем. И нужно ее подложить вот под эту вот следующую. То есть вот первая выходит, вторая, и вот под 3 вот так вот подсунуть. Она сейчас постепенно там зафиксируется и подклеится. Если даже не подклеится, надо будет ее потом подклеить. Косичка из 3 плетется следующим образом. Сначала берется последняя, 3, и заводится за свободную стойку. Вперед, вот сюда. Перед 2 за 3. Намечаем, заводим. Вот она вышла. Следующая. Перед 2, вот раз, 2, за 3. То есть вот сюда. Следующее. Опять же, перед 2 за 3. Здесь все просто, здесь принцип простой. И постепенно мы поджимаем вот эти вот стойки по контуру вот этой миски, чтобы косичка вот эта ложилась как раз, образовал такой бортик. Бортик перехода вот этого дна к стенкам. И старайтесь, чтобы все расстояния были ровные, потому что очень неудобно, трубочки мешаются. Но вот тем не менее надо как-то вот изгаляться. Я говорю, плету все это дело на коленках, потому что это намного удобнее. Сел спокойно на диван на тот же, и все это крутишь уже, вертишь, как тебе надо. А вот так на столе это кошмарно, конечно. Ну, сейчас попробуем что-нибудь сотворить на столе. Я доплела вот этими 3 трубочками до начала вот этого ряда. То есть смотрите, что здесь получается. Вот уже пошли, вот здесь вот тройная косичка пошла, а вот эта последняя трубочка стойка является, ну, как бы маячком, который показывает, что ряд должен заканчиваться. Как он заканчивается?
По идее, мы должны были плести вот этой крайней, заводить туда. Но в данном случае, когда закрывается ряд, мы берем вот эту первую, заводим через 2 под третью. Вот так. Эту теперь берем крайнюю справа. Опять же, через 2 за третью. Вот сюда. И эту последнюю, соответственно, вот сюда. Вот так закрывается ряд косички из 3. То есть вот, к сожалению, здесь у меня не видно, мешается резинка. Ну вот без нее было бы все понятно. Она закрывает вот этот переход. Но вот если бы ее не было, вот эта косичка, она состыковывает, она проходит по кругу, состыковывается вот в этом месте как раз. И получается такое единое целое. Но я вот тут заодно немножечко придумала, как выйти из положения и плести поудобнее. Я положила полотенчики вот на край стола, и в итоге миска у меня теперь под наклоном получается. Ну, как бы извращение, конечно, но мне, по крайней мере, удобнее, а вам виднее. Вот так будем сейчас плести дальше. Резинку я не стала добавлять, ну и так нормально. Вот они, трубочки вышли. Теперь начинаем плести второй ряд. У меня будет таких рядов 3. Следующее у меня идет вот эта первая трубочка, опять через 2 за третью. Но и тут надо ее заодно нарастить. И за третью ее вот сюда вот укладываю. То есть вот опять все эти переходные ряды, говорю, очень неудобные. Ну, к тому же здесь вот плести не очень удобно получается. И постепенно я вот эту форму руками придаю. То есть я загибаю трубочки, стойки на вот эту вот миску по ходу плетения. Так, и вот теперь ее так раз и перевернула. То есть вот как бы опять же вариант, как плести на столе, может быть, удобнее будет. Вот так я ее сейчас вот буду крутить просто в руках. Ну, хоть так. Трубочки, видите, они по-другому, иначе они убегают, и получается сейчас кривовато пойдет. Но кривовато мы сейчас исправим. Сейчас я все это выправлю, пока буду этот ряд гнать сейчас. То есть я этой левой рукой придерживаю вот здесь вот пальцем, чтобы ничего не выскакивало, а правой я плету. То есть как бы вот за руками тоже смотрите, потому что тут важные вот движения нужны. Так, повернули. Так, и продолжаю плести дальше круг. Вот этот пальчик у меня, видите, постоянно придерживает вот это место. То есть я его туда переставляю автоматически, как только проплетается очередная трубочка, укладывается на место, я его раз и прям ставлю. Он у меня держит все это. Трубочки, еще раз повторю, укладываю по форме. Но если вот у меня она уехала, а она у меня уехала, уже вижу. Ну, тут надо смотреть, конечно, за этим моментом. Вот смотрите, опять дошла до конца. Вот у меня трубочка-маячок. Я вижу уже, она отличается от остальных по... Видите, эту перекрывают трубочки 2, а у этой как бы она вот вылезает как бы из-под них. Ну вот она отличается. Эта трубочка-маячок говорит о том, что на нее надо набросить. Вот эту крайнюю правую берем и перебрасываем через 2 за третью. Плюс тут надо будет сейчас нарастить сразу. И сюда забрасываем. И эту через 2 за третью. Следом за ней. Вот так. То есть круг у нас опять замкнулся. Видите, все ровненько. Это переходный ряд уже идет следующий. Мы туда перебросили трубочки. И теперь плетем еще один такой ряд косичкой из 3. Опять же начинаем вот с этой крайней, с левой крайней теперь уже. Через 2 за третью. Через 2 за третью. Считаем, если запутались. И, соответственно, следующие дальше идем. Через 2 за третью.
И трубочки вот прям по этой штуке выкладываем. Их можно было, конечно, обрезать, но обрезать не надо, потому что они нам нужны. Вот в чем дело. Они мешаются, но тем не менее их отрезать нельзя. Те, которые короткие, мы будем сейчас наращивать, а из этих будем плести загибку. То есть они нам по-любому нужны, поэтому придется терпеть. Вот. Если вам удобнее плести на коленках, берите на коленки и плетите. Это очень отличается от стола, скажу я вам. Обычно я плету на коленках. И теперь у нас идет трубочка. Вот опять же трубочка-маячок. Я ее вижу. Она вот она. Теперь нужно заводить вот эту крайнюю правую через 2 сверху. Через 2 сверху. Вот сюда. Все, ряд закрылся. Раз. Эту через 2 вот так сюда. Ага. А эту, значит, получается вот сюда. И нам надо ее нарастить, потому что именно вот этими 2 крайними будем плести ситец. Это было вот лишнее. Я немножко неправильно посмотрела. Надо было вот как раз ту не наращивать. Ну, сейчас мы ее срежем. Она все равно нужна, чтобы закрыть правильный ряд. Без этого она не встанет на место. Ну, ничего страшного. Эту, значит, получается вот сюда. Все, ряд закрылся. И теперь я буду плести ситец. При этом вот эту трубочку я сейчас обрежу. Вот я вот так вот сделаю, чтобы вам было видно. Но я пока обрежу ее подлиннее. Как-то так. Она потом просто подклеится с изнаночной стороны, чтобы ее было не видно. Я ее просто пока убираю назад. Она мне не нужна больше. Все. И теперь начинаем плести ситец. Это сделается просто. Это просто вот сначала берется первая трубочка, заводится вперед и под вот эту. Так, вот этой трубочки считаем нет. Она, сейчас я ее куда-нибудь просто толкаю, чтобы она не мешалась. Вот так. Соответственно, этой то же самое и под низ. То есть как бы вдогонку получается, одна за другой идет. Можно одной трубочкой доплести вот до конца трубочки, ну как бы вот так вот и дальше прогнать. Вот, и потом вдогонку вторую уже вот плести. Это называется ситец. То есть вот смотрите, вот они получаются, вот такое плетение. Так, вот все-таки зря я сняла, конечно, вторую резинку. Сейчас я ее обратно закреплю, потому что, даже, видите, она елозит у меня вот в этом направлении. И тем самым мне просто неудобно. Можно просто убежать, криво уйти. Ну вот я привязала кружочек к миске, чтобы он у меня уже зафиксирован был хорошо. И начинаю опять же плести дальше. Я трубочку нарастила уже. Но я вот люблю делать именно вдогонку. То есть одну завела, следом вторую. То есть не прогоняю первую трубочку до конца, а вот именно по одной вот так иду. Так, и следующую вдогонку. Ну, здесь надо наращивать, опять же. А вот трубочек, честно говоря, я заготовила мало. У меня осталось всего 2. Сейчас они закончатся. Мне надо будет еще партию подготовить. И я пока тогда остановлюсь немножечко. Буду готовить трубочки еще для продолжения. Ну, с ситцем все просто. Надеюсь, здесь все вам понятно. Просто гоним по форме. Загибаем вот эти вот стойки трубочки по форме, чтобы у нас все было четко и ровно. Вот, когда дойдем до наращивания, я покажу... Ой, не сюда. Так, что я сделала? Вот так, неправильно. Покажу, как я наращивание буду делать. То есть сначала мы идем одной трубочкой, потом второй вдогонку. Так, наращивание. И здесь на одну хватит еще, наверное. Значит, здесь переходов рядов нет. То есть вы гоните, гоните, гоните по кругу просто в виде такого спирального плетения получается. Но, тем не менее, вот начало ряда надо зафиксировать. Ну, хотя бы как-то подписать, может быть, на чем-то. Чтобы просто в конце работы, когда вы доплетете эту всю стенку полностью, они у вас были не кособокие, а ну, более-менее ровные. Это важный момент.
Я вот опять же натягиваю эту резинку. Этой резинкой, получается, и заметила, где у меня. Плюс у меня эта соломинка еще торчит. То есть эта резинка у меня показывает, что здесь начало ряда. Плюс соломинка пока. Но я потом ее... Лучше я сейчас сделаю даже вот так. Я вот на этой резинке, потому что можно с этой перепутать. Я вот ее вот так вот просто покрашу. Это получается начало у меня ряда. Чтобы я точно ничего не перепутала. Вот. Вот такая уже получается штука. Донышко, 3 ряда косички из 3. И дальше у нас идет ситец, вот где-то примерно на такую высоту. Потом будет загибка. Но вот здесь придется наращивать по-любому, потому что они у нас коротковаты, плюс на загибку они нужны. Эти трубочки на загибку остаются. Загибка будет изида. Продолжаю плетение. Сделала еще партию трубочек. Ну, нарастила сразу тут немножко. И вот решила показать вам вот в таком положении. То есть как бы изгаляюсь как только могу, чтобы было хоть что-то видно. То есть я их, пока трубочки готовила, положила в пакет и немножко придала форму. То есть они вот уже закрутились, ну, в нужном направлении. И уже их можно на бок вот так ставить. Уже хорошо. Ну и, собственно говоря, продолжаю дальше плести ситец. При плетении ситца вот обязательно старайтесь вот эти вот стойки выпрямлять, чтобы они вот именно правильно ложились в нужном направлении. Они падали куда-нибудь в бок, не заваливались. Потому что вот так уже плести уже нормально, уже можно. Уже довольно-таки удобно. Следим за стойками. По высоте можно плести ее, естественно, разную. Я вот сейчас посмотрю, я вот не посчитала, сколько там было рядов. Просто хочу, чтобы они, ну, почти одинаковые у меня получились. Поэтому надо будет посчитать ряды и сделать аналогично на этой. У меня только цвет немножко другой у той. Та была покрашена дубом из Леруа. В Леруа у нас продается морилка «Умный ремонт», по-моему, называется фирма. Вот. Там она отличается от питерской. Кстати, даже я не знаю, о чем рассказывать вот при таких мастер-классах, потому что, ну, в декупаже там можно о каких-то материалах чего-то рассказать, что-то интересное. А тут, ну, плетешь и плетешь. Ничего такого нового в этом деле я даже не знаю, что вам рассказать еще. Некоторые мастерицы проводят прямые трансляции. Я просто тоже, опять же, вот, ну, не знаю, стоит ли это делать, надо ли это вам, потому что одно дело технический вопрос, но это можно как бы решить. Я пробовала делать прямые трансляции, так тестовые, получается все, там только надо настроить все правильно. Но интересно ли это вам? Не знаю, вот напишите в комментариях, если это интересно, я просто над этим подумаю. Потому что тратится очень много времени, но вот одно изделие сплести, сами понимаете, за 2 часа это нереально. Это вот, смотря какое изделие, опять же. Вот, поэтому вот разговаривать 2 часа ни о чем, я лично не знаю как. Я не умею так. Какая-то тема хотя бы должна быть тогда. Это на, опять же, вот этих вот прямых трансляциях там вынуждены плести по кругу, в смысле плести дальше, потому что там все-таки это прямая трансляция. А я сделаю запись, и здесь ничего особенного нет. Единственное, я вам покажу, как вот эти трубочки нарастить. Вот это вот я покажу до этого, доплету буквально вот повыше, вот где-то вот до сюда, и покажу, как нарастить туда трубочки. Ну вот я сплела несколько рядов, и вот сейчас надо нарастить вот эти вот трубочки, которые короткие. Как вы, естественно, видели, что у трубочки имеется 2 конца. Один тоненький, более-менее потоньше, который заканчивается, второй потолще. Вот смотрите, у нас таких трубочек поровну, естественно, потому что всего было 6 трубочек использовано. Значит, 12 наращиваний нам надо сделать. Я взяла 6 трубочек и сейчас их разрежу пополам. Ровно пополам режем. И вот этими хвостиками сейчас будем наращивать. Вот. Они даже так вот заплюснулись. Это очень хорошо, что не раскручивается ничего. И теперь, значит, смотрите. Вот те концы, которые широкие, вот где у нас верхняя часть,
Сюда мы будем вставлять вот эти вот нижние концы, собственно, ну вот, которые вот со спиралькой. Но сейчас я здесь, естественно, все это подрежу. И, соответственно, в эти, которые со спиралькой, мы надеваем вот эти вот с широким концом. Также немножечко надо подрезать, чтобы не было вот этого самого... видно вот этих вот палочек. А с другой стороны, можно прям так делать, потому что так даже, может быть, ровнее будет. Ну, в общем, как хотите. Я сейчас буду делать прям так, потому что они у меня спокойно вставляются. Если бы они не вставлялись, если бы были толстые вот эти концы, тогда бы я, естественно, срезала наискосок, загнула, как вот трубочки наращивают, и просто-напросто их нарастила. Но вот в данном случае нет необходимости, как я считаю, делать это. Просто смазываю кончик вот этим клеем и нанизываю на вот эту вот палочку, вот эту трубочку, так, чтобы не было видно вот этого хвостика. Вот так вот его. Ну вот и все. Это место закроется потом плетением, не будет ничего совершенно видно. Значит, здесь такая же у нас получается штука. То же самое смазываем чуть-чуть. Берем ту трубочку, у которой конец широкий, и надеваем его поверх. Вот так. Все. То есть я вот делаю так, если на это есть возможность, потому что такая возможность все-таки есть не всегда. Вот, здесь у нас пошли широкие. Сейчас я их немножечко вот так вот шилом выпрямлю. Просто покрутите все немножко шило. Соответственно, капаем клей. Ой, клей мне льется очень сильно. Так, капаем клей сюда на концы. И вставляем трубочку вот этим другим концом. Вот следите за рисунком, кстати. Вот видите, здесь темный такой цвет был у трубочки. Здесь, соответственно, тоже. Но, а с другой стороны у него светлая. Вот желательно, чтобы эти цвета все-таки совпадали. Чтобы не было вот этого градиента. Вернее, чтобы был градиент наоборот. Чтобы не было резкого перехода цвета. Ну, некрасиво просто будет смотреться. Вот. Вот я все их нарастила и продолжаю плести точно так же по кругу дальше. Ситцевое плетение. Естественно, нужно ситцевым плетением вот эти вот места перекрыть. То есть сплести гораздо выше, чем вот эти вот стыки. То есть я заведомо знала, что у меня будет бортик выше, поэтому сделала, ничего не срезая. Если бортик уже должен был заканчиваться, нужно просто было тогда срезать их покороче наискосок и нарастить точно так же, как мы наращиваем обыкновенные трубочки. Ну и так далее, собственно. Старайтесь, опять же, смотреть за стойками, чтобы они у вас не завалились. Ой, не туда. Итак, я проплела 14 рядов ситцем. Я специально посчитала на той корзиночке, хочу сделать одинаковые. Вот такая получается уже штука. Все красиво, ровненько. Как видите, вот эти все стыки, которые состыковывались, стойки, все закрыты, их не видно. И теперь у меня по плану идет косичка из 3, веревочка из 3. Вот, и, соответственно, нужно добавить еще одну, господи, как называется, забыла, еще один прутик, трубочку, чтобы начать эту косичку из 3, веревочку из 3 плести. Значит, я подклеиваю еще одну трубочку, соответственно, вот здесь вот. Но я ее просто пока подклею так, а потом она уже снизу замаскируется, когда буду обрабатывать окончательный вариант. Веревочка из 3 плетется так же, как и прямая веревочка, обратная плетется точно так же. Получается через 2 за 1/3, но не сверху накладываем вот эту вот трубочку, а снизу. То есть через 2, раз, 2 за 1/3, вон туда, значит, ее надо завести. Я просто уже подклеила в эту самую новую трубочку, чтобы продолжать. У меня там просто она закончилась, поэтому здесь стык у меня уже виден. Вот, ну та, естественно, сейчас будет выскакивать, выпрыгивать, поэтому я ее пока придержу. Но это понятно, это надо потом подклеить. Так, и, соответственно, вот сюда, то есть вот опять же, вот они 2, под низ и за 1/3. Вот так плетет, да, веревочка из 3 обратная. Вот так. Соответственно, сейчас, которая выпрыгивает, сейчас я ее буду ловить.
Вот сюда ее надо положить, вот за эту заправить. Так. Ну и дальше идем по кругу, все то же самое. Сейчас надо будет, наверное, вытащить уже форму, ну, когда вот я сейчас буду заканчивать, потому что закрыть вот такую веревочку сложнее, когда вот какая-то форма, просто не очень удобно. Вот, ну, мы сейчас уже заканчиваем, потому что там остался только загибка, и все. И поэтому сейчас я по-любому ее буду вытаскивать. А вот эти вот надо будет, скорее всего, сейчас наращивать, потому что они коротковаты, наверное, мне не хватит. Да, ну, совсем хвостички маленькие. Это не очень-то хорошо. Но мне не нравится, конечно, такая история. Поэтому сейчас я вот этот вот последний расплетаю. Все три. И все три буду подрезать и, собственно, наращивать. Вот место. Видите, какая большая срезка идет здесь? Ну, я, видите, немножко подтягиваю все, чтобы все ложилось именно по форме. Вот для чего форма-то и нужна. Я без формы плести, честно говоря, не очень-то умею. У меня сейчас все убежит и будет сужаться постоянно. То есть, чтобы плести ровно, нужна какая-то форма. Поэтому вот любую миску можно взять и использовать. Сейчас вот опять придется, наверное, подрезать вот эти вот длинные палки, потому что не хватит их. Ну, посмотрим сейчас. Может быть, хватит все-таки на следующую-то. Ну, вот тут вот так вот. Ну, нормально. Я все-таки оставляю их. Сейчас сразу все три загну и подрежу. И вот если вы не успеваете чего-то там доплести, вот как рекомендация такая, нужно вот эту работу укладывать в целлофановый пакет целиком. То есть большой какой-то пакет возьмите, чтобы вот эти вот трубочки, которые вот стойки, они не засыхали. У меня немножечко подсохло, но я вот не сказала бы слишком сильно, потому что я сейчас все это в пакет укладывала, пока я тут какие-то этапы снимала, либо там что-то там домазывала. То есть у меня лежало не на воздухе все это дело, а в целлофановом пакете, завязанном полностью, чтобы не попадал туда воздух. Так что вот имейте это в виду. Или там, если вы на ночь прерываетесь, естественно, за один раз работу не сделать, потому что большая работа все-таки. Вот. То есть обязательно какие-то вот закрывайте. Там мне главное не прозевать начало. Вон оно там где-то. Чтобы нам там состыковку сделать правильную, закрыть ряд правильно. Вот сейчас, мне кажется, вот именно не хватит совсем чуть-чуть. Ну, как вот я и ожидала. Вон она там. Это была третья, вот торчит трубочка у меня. Это была вторая, это была первая. Вот она первая. Здесь сейчас я буду закрывать ряд. Значит, вот, которая... Значит, еще раз. Это третья была трубочка, он торчит. Это вторая, это, соответственно, первая. Вот мы до первой дошли. Теперь я должна вот эту первую также сделать, как и плиту. И загоняем ее назад, вот эту трубочку. Вот так. Туда. Сейчас просто я боюсь, что я не смогу заправить, не снимая форму. Куда я делаю шило? Вот оно шило. Теперь вот эта трубочка идет сюда. И нужно ее подпихнуть вон туда, вон. Сейчас, секундочку. Вот между, вот сюда, в эту дырочку, под предыдущую трубочку. Вот я не знаю, сейчас она мне, наверное, не получится у меня подпихнуть. Ну, попробую. Просто сейчас, чтобы не снимать форму, я имею в виду. Попробую вытянуть. Вот сюда она должна лечь. Это потом все подклеится изнутри. И, соответственно, вот эта трубочка через 2 за третью. И, значит, ее нужно вот под эти вот 2. Вот сюда вот. Там еще резинка мешается. Вот сюда вот надо заправить ее. Сейчас я ее тоже попробую так. Ну, сейчас мы снимем все это дело. И я все, естественно, потом заправлю, подправлю. Все будет хорошо. Ну, вот надо вот туда вот ее запихнуть. То есть по рисунку закрываем, как косичка должна виться. Вот как-то так. Вот она закрылась, видите? Так, 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 так. И продолжение пошло. То есть полосочки все слились. Вот. Значит, теперь что мы делаем? Теперь мы снимаем форму.
Надо развязать вот это все дело. Ну вот я развязала веревочку, теперь я вынимаю форму, мисочку эту. Видите, пока она такая круглая, то есть, ну, выпуклость вот эта вот остается, естественно. Сейчас мы ее будем придавать, вот так вот ее немножечко помять, пожамкать. Она пока очень влажная, потому что трубочки у меня, говорю, были такие влажноватенькие. То есть вот эта вот форма, она сейчас при высыхании нормально сядет. Вот торчат у нас трубочки. Это все, это все будет подклеиваться уже по окончании работы, по рисунку, соответственно. Поэтому сейчас я трогать это ничего не буду. И вот такая она уже получается. Осталось только сделать загибку. Как я говорила, загибку я буду делать изиду, потому что ее можно сделать на коротких стойках. А стойки у меня как раз короткие довольно-таки. Вот. Сейчас я смачивать их. Так, сейчас я пощупаю. Они у меня, в принципе, еще не такие сухие. Я вот влажными трубочками делала и старалась делать быстро. Поэтому я буду делать прямо на них. Итак, мои стойки все-таки немножечко увлажнены. Я сделала это, потому что, ну, некоторые все-таки подсохли. Сделала одинаковые. И сейчас начинать буду делать изиду. Вот с этого места, где у меня закончилось, я делать не буду. Я его оставлю где-нибудь в промежутке, чтобы просто, ну, в одном месте не было вот этого всего вместе. Что мы делаем? Берем 3 трубочки, берем 3 кусочка. Трубочки сначала вот так вот я подрезала их и немножко сплющила. Их нужно будет сейчас подклеить вот в любое место, где-то вот возле вот существующих стоек. Сейчас я попробую намазать их клеем. Ну, не знаю, сейчас у меня что получится. Но их можно просто впихнуть туда, и все. Можно немножечко клею намазать, чтобы они просто не выскочили. Задача их туда вот вставить. Не сильно глубоко, где-нибудь, ну, на 2-3 ряда. Вот одна. Вторая. И третья. Вот я их поставила. Теперь под них вот сюда вот поставим дополнительные вот эти вот палочки. Запасные, ну не запасные, а остатки вот эти вот. Чтобы просто зафиксировать места вот эти. Так нужно сделать сейчас. И начинаем плести загибку. Значит, берем. Она очень похожа на косичку чем-то. То есть плетется из 3, вернее, веревочку из 3. Вот 3 трубочки я вставила. Значит, берем вот самую левую трубочку и заводим вот через 2 за 3 вон туда. То есть вот так делаем. Далее, то есть тут сильно не затягивайте, потому что она может очень сузить вам горлышко. Упала у меня эта штука. Вот так сделали. Теперь вот сюда я работаю с помощью шила. Я все загибы делаю шилом. Мне кажется, вот так почему-то удобнее. Ну вот смотрите сами, как вам хочется. Можно руками наклонить, а я наклоняю вот так. Раз. И шило у меня, получается, вот эту вот штуку фиксирует и делает, ну, ровно. Ну, мне так нравится, я не знаю. Вот я попробовала, мне понравилось. Вот так вот мы, стоячок вот этот вот, который был вот здесь, мы его положили вот сюда. Следующую, берем трубочку вот эту, опять же, левую, и закладываем ее далее вот сюда, за следующую. При этом у нас вот эта трубочка, которую мы сейчас наклонили из стойки, должна быть срезана. Она нам не нужна больше. И срезаем так, чтобы она вот зашла вот за этот вот стоячок, но не торчала наружу. Вот так. Сюда можно даже капнуть немножко клея. Я лично капаю, потому что, ну, все-таки будет фиксироваться лучше. И никуда ничего не убежит. Я просто вот сюда немножечко клею так вот раз и наливаю. То, что он вылился, ничего страшного. Он высохнет, его не будет видно совершенно. А нужно вот эту-то наклонить. Вот опять же я шилом так вот помогаю. И закладываю ее вот сюда. То есть это вторую-то я забыла. Вот так. Ну то же самое получается. Вот. И теперь я закладываю опять же вот эту крайнюю вот сюда. То есть здесь процесс одинаковый везде. Опять берем
ножницы и срезаем трубочку, которая была стойкой. Вот так. И я немножечко капаю сюда клей, чтобы она зафиксировалась. Вот так, все. Теперь беру опять шило, опускаю следующую стойку. Ну, даже вот так можно. Раз, так слегка ее. Сильно не заминаем, но вот тем не менее. И далее вот эта пошла. То есть получается как будто такая веревочка из трех, но она такая своеобразная получается. Заложили. Теперь срезаем вот эту вот короткую. Так, чтобы она просто не улетела вот за эту палочку, за эту вот трубочку. Ну, все, я ее сейчас прижму, соответственно, другой. И опускаем следующую. И вот так поджимаю и там, и она сразу получается вот такая вот ровненькая, аккуратная загибка. Теперь эту. Эту срезаем. Наклоняем следующую стойку. Здесь. Вот так. Ну и, собственно говоря, вот так по кругу. Но смотрите, я вот специально до этого момента довела. Вот сейчас я ее следующую делаю. Трубочки, видите, они постепенно кончаются. Их надо просто нарастить. То есть точно так же, как мы наращивали при веревочке из трех, точно так же здесь будет наращиваться вот это вот загибочные трубочки. Ну, я вот иногда по две вот так вот сразу загибаю и обрезаю сразу обе, и ту, и эту. Раз. И здесь тоже сразу срезаю. Ну, чтобы просто за один прием двух зайцев убить, получается. Так, и сюда сразу. Но тут надо мне сейчас наращивать, потому что... Ага, видите, какая получилась фигня. Фигня по-другому не назовешь. Коротко, забыла я. Надо вот теперь это все распустить на один ряд, ну, в смысле, на одну позицию, и нарастить вот на том участке. То есть поднимаем, вот опять же, как бы на ошибках учимся, поэтому показываю, как наращивать здесь. Вот я распускаю. Так, это одна, это вторая, и вот третья. То есть вот здесь я должна сейчас это все срезать и нарастить уже вот на этом этапе. Потому что мне не хватает буквально чуть-чуть, но по-другому никак. Вот я теперь заново ее туда укладываю, эту опускаю, она еще не приклеилась, слава богу. Так, теперь эту я наращиваю вот здесь. Я ее обрезаю. Я ее наращиваю, укладываю на место. Так, ой, нет, секунду, я вот эту забыла. Вот так. Теперь эту укладываем на место. Потом укладываем эту. Они уже тут легко укладываются, они уже на свои места ложатся, поэтому тут не ошибетесь. И, соответственно, вот эту трубочку надо тоже нарастить. И уже идем далее. Не выскакивай. На место укладываем ее. И опять же с помощью шила я опускаю следующую. И укладываем уже длинную трубочку. Она уже нарощенная. И вот так. И далее вот эту. Ну, я вот так вот наживляю всегда. И у меня вот они ровные получаются. Ну и так далее. До конца ряда. В конце ряда я покажу, как сделать закрытие этого ряда. Итак, я подошла к концу. У меня вот осталось 4 стоечки. Ну, вот эту трубочку левую загоняем сюда. Эту опускаем. Ну, то есть все по рисунку. Теперь идет у нас вот этот вот хвостик. Вот сейчас смотрите внимательно. Эту левую трубочку нужно завести вот за эту. Да? Но нужно попасть вот сюда, вот вместо вот этого хвостика. Хвостик я вытаскиваю, и вместо него я проталкиваю вот эту вот трубочку. Рабочую, собственно говоря, трубочка у нас. И нужно наклонить вот эту, чтобы она
вот влезла также вот под нее, вот сюда, вот так. И ее надо подрезать. Вот ту, которую мы сейчас наклонили, это стоячок, этот вот стоечка, подрезали. Далее, вот эта трубочка вот должна попасть вот вместо вот этой, то есть за вот эту и вот сюда вот ее нужно воткнуть с изнанки. Эту вытаскиваем. И, соответственно, наклоняется вот эта трубочка, стойка, и туда же ее надо протолкнуть. Также она подрезается. Лучше пока чуть подлиннее сделать, потому что потом расправить все это надо, тогда уже отрежем окончательно. Эти я пока не трогаю, но она прям малюсенькая у меня получилась, ну вот так получилось. Это тоже вот от рабочей. Она тоже отрежется потом. Теперь мы направляем, она у нас идет вот сюда, прикрывает вот эти вот трубочки. Нет, она идет вот сюда. Так, вот сюда. Вот правильно, 2, 2, 2. Вот сюда она идет. И вылезает она вместо вот этой вот, которая у нас... Сейчас я ее немножко так расширю. Вот так, чтобы было понятно уже точно, чтобы она попала в правильное место. Вот сюда она должна попасть. Вот сюда. Вот. Вот сюда, да? И, соответственно, к ней наклоняется вот эта вот стойка. Вот так. Вот. Вот теперь все совпало. Теперь мы стойку эту сразу срезаем. Это стойка, чтобы не перепутать. Так, где там палочка? Вот она. Стойку срезаем, потом подклеить. И теперь вот эти вот концы тоже они обрезаются. Но надо обрезать так, чтобы их потом можно было спрятать под плетение. Поэтому тут надо вот аккуратненько все это. Это вот сейчас спрячется вот сюда. А эту надо обрезать. Сейчас, секунду. Где она там? Ее, наверное, лучше даже вот так срезать. Вот таким углом. И вот потом немножечко туда подклеить. Вот под таким углом срезается. То есть наоборот. Вот так. Сейчас я их отрежу сначала, а потом заправлю. Но далее тут дело уже такое. Дело техники и аккуратности. Чтобы все это вот не было видно. Это все заправляется, вот так вот, видите, она заправляется туда, и не будет ничего видно. И потом все-таки клеем вот эти точки надо обязательно прокапать, потому что, ну, его не видно будет, один отцарапало вот здесь плохо, эх, жалко. Вот, пройтись обязательно по всему кругу, посмотреть, не торчит ли где-то чего-то, вот тут у меня торчит, надо заправить. Ну и, соответственно, вот эти вот конечные точки тоже надо пройтись. Ну, это уже дело как бы техники. Также подклейка вот этих вот хвостов тоже дело техники. На этом вот тарелочка. Вот первая, вот вторая. Вот теперь у меня 2 тарелочки. Я вдвойне счастливее буду, как сказал Печкин, у которого появилась... Нет, не Печкин, Матроскин, у которого появился теленок, насколько вы помните. То есть вот я сейчас эту форму придаю... Видите, она так выминается. То есть я пока это все гибкое и податливое, я руками вот эту форму сейчас придам. И сейчас я оставлю все это сушиться на ночь, но вставлю вот эту вот миску, чтобы просто, ну не до конца, может быть, она там влезет у вас, чтобы она зафиксировала мне вот этот вот объем самой этой тарелочки, и чтобы ничего криво не высохло. Она за ночь высохнет, и потом нужно будет ее обработать составом лак-вода, то есть прогрунтовать и покрыть слоем лака для прочности. Это все делается уже очень просто. Вот, и просушить все это. Ну, я надеюсь, что с этим проблем не будет у вас, и с этим все понятно. Я буду сушить травки. Или какие-то сухарики можно положить, конфетки. Вот такая хорошенькая получилась корзиночка. На этом мастер-класс закончен. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях.
Надеюсь, я вам немножечко помогла. Я, конечно, не специалист по плетению, вот такой крупный, как мастерица, но, тем не менее, может быть, что-то вам подсказала. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Ba ba da ba ba.